Привет, ты на канале Мира Аши. Здесь мы вяжем интересные и необычные вещи. В этом видео мы будем вязать вот это шикарное, бомбезное, сногсшибательное летнее платье. Я просто в шоке вообще, какое оно крутое. И у меня наконец-то есть модель, на которой я могу вам все это снимать. В общем, праздник. Я реально просто в шоке от этого платья, потому что когда я его вязала и еще не мерила на Алисе, я даже не представляла, насколько оно шикарно, круто выглядит. Мне оно нравится, но я не знаю, вы же видите то же самое, что и я вижу, по-моему, это очень круто. Вот, рассматривайте его со всех сторон. Разрез, длину вы там можете делать сами. В вырезе, если что, можете тоже сделать его пониже. Ширину платья тоже выбираете сами. В общем, вы все выбираете сами, но мне кажется, оно и так просто 1000 из 1000. Эх, девочки, в общем, вяжите эту красоту, отмечайте, высылайте, показывайте, что у вас вышло, и давайте дальше смотреть видео, наслаждаться этим шедевром. Вот какая вязка на нем, более близко показываю вам. Ну и сейчас еще покажу лямочки, как они без волос выглядят спереди, вот, да, вырез такой небольшой, видите, такое углубление, и как они выглядят со спины. Go! Нам понадобится крючок 3,5, маркеры, ножницы и пряжа. Эта пряжа у меня пехорка летняя. Здесь состав 100% хлопок. Мне она нравится тем, что она глянцевая и выглядит прям дорого. То есть не какая-то дешевая, как будто такой хлопок, не знаю, вот поношенный, а прям красивая. Длина здесь 100 грамм на 330 метров. Вам нужно придерживаться плюс-минус такого же значения. Если у вас будет, к примеру, 500 метров на 100 грамм, то у вас будет более тонкая нитка, и платье будет более дырявое. Если у вас будет 200 метров на 100 грамм, то у вас будет более жесткое и плотное платье. То есть плюс-минус 330 метров на 100 грамм, где-то рядом вы должны быть. Там 300 метров, либо 350, но рядом. Ушло у меня 3 целых мотка. От 4-го мотка вот столько я потратила. То есть это, видите, это не целый моток. Ну, получается, я думаю, что если в 3 мотках это 1000 метров там практически, ну и 100 максимум от этого, ну 1100 метров. Может быть, 1050, где-то так у меня потратилось на платье. Но опять же, у вас будет ваша ширина, ваша длина, может быть по-разному. Но 3 мотка точно, ну 3,5, да. Все, давайте начинать. Теперь давайте немножко теории. Я не буду вас сильно ничем грузить, просто я хочу поговорить про рисунок и про то, как правильно сделать размер. Смотрите, я набирала здесь изначально 165 воздушных петель. 165. Вы видели, как платье сидит на Алисе. Если вы хотите, чтобы было как-то так же, можете набирать столько. И если вы хотите изменить ваш размер, то можно менять его, либо прибавив 11, либо от 165 отняв 11. Ну и так далее. Вы можете отнять 11, потом от получившегося числа еще раз отнять 11, либо прибавить 11 еще. Увеличить, уменьшить на какое-то другое число не на 11 нельзя, у вас не получится рисунок. Теперь мы поговорим про рисунок. Что еще важно? Смотрите, как я набирала 165 петель плюс 2. Вы когда, к примеру, решите прибавлять, вот вы к 165 прибавите 11, у вас получится 176. Вы решите набирать 176. Вы также должны сделать плюс 2, и у вас получится тогда 178. То есть 165 плюс 2, либо какое-то ваше число, которое вы решите, но также плюс 2. Что это за плюс 2? Смотрите, вот рисунок. У нас край здесь, где разрез, состоит из двух столбиков. Видите? Раз, два. Вот, мы их рисуем. Первая петля, столбик, вторая петля, столбик. Да? Вот наши 2 петли. Дальше, после них, только в нижнем самом ряду у нас идет 4 петли. Раз, два, 3, 4. Потом у нас идет вот этот цветочек. Он вылезает у нас из одной петли. Вот он цветочек, столбик, столбик. Просто воздушная петля, столбик, столбик. Все отсюда вылезает. И дальше по рисунку у нас идет еще 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. Все. Вот на этом у нас рисунок закончен. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть в одном таком рисунке у нас 11 петель. Вот у нас вот тут вот рисунок. Вот видите? 2 столбика, воздушный цветочек, 4 столбика. Все, у нас вот он, закончился рисунок. И он опять у нас начинается. 2 столбика, как и здесь. 4 петли, как и здесь. Цветочек, 4 столбика, 4 столбика. Потом опять начинается 2 столбика, поняли, да? Вот он идет вот так по 11. Но вы видите, на чем он заканчивается? На просто таком плоском ряду. А нам-то для разреза нужно, чтобы он закончился на 2 столбиках. Поэтому в конце
когда у нас закончился наш рисунок, вот тут на 4, мы еще добавляем плюс 2. Вот эти вот плюс 2, чтобы у нас образовались опять эти столбики. Как бы начало следующего сета, но только вот это вот начало. Дальше мы сет не прорисовываем. Поняли, да, я надеюсь, этот момент? То есть у нас везде по 11, но плюс 2 это вот эти плюс 2 крайних столбика. Все, а набираете столько, сколько хотите. Ну, по вашей фигуре. Можете набрать, провязать, ну, как всегда, пару рядов, на себе померить и уже решить больше-меньше, либо посмотреть на те видео, что были в начале, и понять, какой вы хотите размер. Тоже, в принципе, можно, смотря на нашу фигуру, оттолкнуться, как вы хотите, чтобы так сидело, свободнее, уже, и сделать. То есть, какая-то цифра, которая делится на 11, и к ней потом прибавляете плюс 2. Я надеюсь, с этим у нас все понятно. Я сейчас провязала полотно, уже большое себе. Я дошла до места, где я буду... Мы начинаем вязать, смотрите, снизу от пола и идем наверх. Вот сейчас у меня полотно просто прямое, я его буду соединять и дальше уже вязать тело. Что еще важно? Вот такой рисунок у нас только вот здесь на дне. Мы пропускаем по 4. Дальше уже вот тут везде мы будем пропускать по 2, потому что у нас вот эти цветочки вот тут расходятся, видите, становятся шире, и они как бы 2 петельки перекрывают с собой. Нам не нужно опять делать 4, иначе у нас будет вот так расходиться полотно из-за того, что оно сюда, видите, разошлось. Тут дальше будет всегда 2. Ну, я сейчас буду вязать, вы это поймете. Главное вот этот первый ряд нам правильно набрать. Смотрите, так как я провязала уже полотно, да, я сейчас буду вам показывать на примере чуть меньше. То есть здесь у меня 165 воздушных петель плюс 2, 167 я сюда набирала. А для образца я наберу, ну, чуть поменьше, просто чтобы показать вам, как нужно вязать. Итак, мы берем ниточку. Где она? Вот. Берем ниточку. Обматываем вокруг пальца, делаем обычный узел. Эту ниточку оставляем небольшую, мы потом ее просто завяжем и спрячем. Она нам не нужна. И нам нужно с вами набрать либо 167 петель, как у меня, либо какое-то другое ваше число. Как набирать, вы поняли, как считать это число. Просто кладете и вот сюда вот протаскиваете. 1, 2, обычные воздушные петли. 3, 4, 5. Если в какой-то момент вы сбились, сколько вы набрали, вот у вас здесь косички. Раз косичка, 2, 3, 4, 5 косичек, 5 петель. То, что на крючке, не считается. Это не воздушная петля, вот то, что на крючке. Только вот это. Считать надо четко, вы поняли, иначе собьется рисунок. Тут каждая петелька прямо на счет. Набираем нужное количество петель. Все, просто вот так вот считаем и набираем. Давайте, когда наберем, встретимся с вами, и я покажу, как мы вывязываем первые 2 ряда. Они будут немного отличаться от остального полотна. Дальше уже полотно вяжется все одинаково, только первые 2 ряда будут немного иначе. Смотрите, я вам же сказала, что я покажу на небольшом образце, как вязать этот узор, потому что у меня нет смысла сейчас набрать опять 167 петель. Это очень долго я буду показывать. У меня здесь 33 петли, они делятся на 11, да, и плюс 2 петли я еще делаю, которые я показала, 2 крайних столбика. Итого 35. Вы набираете ваше число, вы можете набрать цепочку вокруг тела, посмотреть, так или не так, только имейте в виду, что цепочка, она чуть туже, потом дальше само полотно будет шире. То есть, если, к примеру, вы цепочку сделаете вокруг попы, там, ну вот где самое широкое место, и подумайте, там, так вам нужно, либо свободнее, либо уже, имейте в виду, что в дальнейшем вязании будет свободнее. Оно не будет как цепочка, потому что все равно она идет туго, а это вязание, оно уже растягивается, ну вот цепочка, она вообще не тянется, и ровно я поднимаю над ней выше вот тут пальцы, да, и оно растягивается вот так вот, то есть оно дает сантиметра еще. Итак, вы набрали нужное количество петель, которое делится на 11 плюс 2, если как мое, то 167. И теперь мы вяжем вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Круг мы здесь не соединяем, пока это от пола к верху, там, где у нас разрез. Так, мы набираем одну воздушную петлю, это будет петля, которую мы сейчас наберем, наш бок, мы в нее не вяжем. То есть вот у нас тут есть сейчас косичка, мы будем вязать в нее, которую мы видим, не на крючке. То, что на крючке, вообще никогда не вяжем, это просто ничего. Вот косичка следующая, мы будем вязать в нее. Сейчас мы набираем воздушную петлю. Косичка, которая у нас получилась, это наш бок. Мы в нее не вяжем. Мы вяжем вот в предыдущую. Просто заводим в нее крючок. Заводим так, что сверху одна полоска от косички, снизу 2. Вытаскиваем.
и провязываем их 2 вместе. Это 1. Следующая косичка, она тут немножко съезжает, но она видна. Просто в нее засовываем, вытаскиваем и провязываем 2. Это 2. Сейчас еще одну сделаем, я объясню, что это. В следующую косичку засовываем, вытаскиваем и провязываем 2 вместе. Это 3. Смотрите, мы сейчас вяжем вот это уплотнение такое, видите, снизу, ну вот где у вас будет низ платья, чтобы не такая тоненькая, какая-то дряблая косичка была, а вот тут чуть поплотнее, мы просто провязываем. И сейчас вы также можете считать и проверить себя, что вы набрали нужное количество воздушных петель. То есть, если, к примеру, у вас 167, как у меня, то и в обратку у вас сейчас должно выйти ровно 167 петель. Так, у меня 3, следующая косичка, просто в нее заводим, вытаскиваем, 4, следующая, 5. Вы поняли, давайте еще раз и будем уже вязать самостоятельно. Вот косичка следующая, 2 ее части от косички снизу, одна часть сверху. Вот опускаете крючок, вытаскиваете ниточку и 2 с крючка провязываете. Следующая косичка, в нее заводите крючок, вытаскиваете ниточку и 2 вместе провязываете. Все, делаете до конца. Если сбились, забыли, сколько вы провязали, отвлеклись, вам позвонили, вот у вас сверху идут косички. Одна косичка — это 1 петля. Бок вот сам не считается, но он прям сбоку. Тут тоже косичка, но это бок видно. Просто вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провязала 6. Все, в конце встретимся. Вот у меня остались последние 3 петли. Если, к примеру, вы дошли до конца и увидели, что у вас лишнее, там не 167, а 168, вы как-то обсчитались, вы можете... Ну, сейчас я вот одну еще провяжу. Ну, даже если не 1 лишняя у вас, а 2, ну, к примеру. В общем, вы увидели, что у вас 2 лишних, вы можете 1 петлю на 1 наложить и последние провязать как 1, но они будут там 2 вместе внутри, поняли, да? Будет чуть потолще, но можно как-то так попробовать скрыть, чтобы не распускать. А вот если их меньше, чем нужно, тут я уже не знаю, как это исправить. Мне кажется, только распускать и делать как нужно. Я довязала до конца, все правильно, все сошлось. Дальше мы набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. Этот ряд мы вяжем тоже немного иначе. Смотрите, делаем 2 накида, 1, 2, и провязываем. Вот у нас все вот это выходит с краю, вот как бы с этой косички. Вот следующая косичка, которая у нас пустая. Вот видите? Из этой косички у нас как бы все вот это выходит, и вот просто пустая косичка, вот она. Мы в нее заводим целиком, ну вот прям дырочки, вот тут видно, что, видите, вот если тут посмотреть, сверху идут косички, а под этими косичками вот они есть дырочки, куда можно завести ровно под косичку. Тут вот эта часть от косички, а тут вот дырочка под ней. В общем, там прям видно. Заводим в эту дырочку, вытаскиваем. У нас на крючке сейчас с вами 4, мы провязываем 2 первые, потом 2 вторые и 2 третьи. Все, у нас 2 столбика сформировалось. Дальше мы набираем с вами 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем накид, накид, 2 накида. Здесь снизу мы пропускаем 4 косички. 1, 2, 3, 4, в 5 вяжем. Также у нас на крючке 4 мы провязываем первые 2, потом провязываем вторые 2 и провязываем третьи 2. Дальше мы опять делаем 2 накида. 2 накида, чтобы вот такая высота столбиков всегда получалась. В эту же самую косичку, откуда у нас все вот это выходит, мы туда же вяжем второй раз. Засовываем, вытаскиваем. У нас здесь 4, как и всегда. Мы провязываем 2 первые, 2 вторые, 2 третьи. Дальше мы делаем 1 воздушную петлю. У нас как бы 2 столбика. Вот сейчас мы сделали промежуток, и опять 2 столбика. 2 накида. Вот в эту же дырочку, откуда у нас эти 2 столбика, туда же мы провязываем 3 столбик. 1, 2, 3. 2 накида. И туда же провязываем 4 столбик. 1, 2, 3. Помним наш рисунок, я вам показывала, да? Вот наши 2 столбика, 2 столбика
4 снизу просто остались, вот остались. И вот в 5 мы просунули. Раз, два, пропуск, раз, два. Все это сделали. Дальше у нас идет 4 пустых снизу. Мы провязываем здесь 2 воздушные. Раз, два. Делаем 2 накида. Раз, два. Пропускаем. Раз, два, три, 4. И в 5 мы вяжем. Засовываем. Провязываем первый столбик. 2 накида. И в соседнюю косичку провязываем второй столбик. Если вам сейчас непонятно этот рисунок и вообще ничего не понятно, что я делаю, посмотрите еще подольше, станет понятно. В целом у нас, видите, вырисовывается 2 столбика, 4 пропустили, в 5 вяжем цветочек, 4 пропустили, 2 столбика. Каждый раз вот снизу, только снизу, один этот ряд, мы каждый раз пропускаем по 4. И все у вас 2 столбика, 4, цветочек, 4. То есть между каждым из этих рисунков у вас по 4 снизу пропущено. Чтобы 4 пропустить, сверху же тоже должно что-то происходить. Поэтому мы и набираем здесь 2 воздушные. Раз, два, набрали. 2 накида мы делаем, чтобы у нас получались высокие столбики. Все, нам нужно опять пропустить 4. Ищем 4 косички. Вот косички сверху, но тут сбоку дырочки просто видны. Я так и считаю. Раз, два, три, 4. Мы их пропустили. Все, вот 5. В 5 вяжем. У нас идет цветочек. В цветочке у нас получается первый столбик 1. Сразу второй столбик туда же, в ту же дырочку. 2. Между этими 2 столбиками и этими 2 столбиками есть промежуток, 1 воздушная петля. Вот мы ее набираем. 1 воздушная, вот она набратая. Теперь мы делаем опять 2 столбика. 2 накида в ту же дырочку. Первый столбик, 2 накида в ту же дырочку, второй столбик. Дальше у нас опять 2 воздушные петли, потому что мы должны 4 снизу пропустить. 2 накида, потому что у нас высокие столбики. Пропускаем. Раз, два, три, 4. Вот 5 косичка. Мы в нее завели. Сейчас только подовсю надо. Провязываем 2 первые, как обычно. 2 вторые. 2 третьи. Рисунок у нас чередуется. Столбики, цветочек. Значит, если цветочек сделан, тут получается у нас столбик. Все, мы делаем опять 2 накида. И в соседнюю провязываем. Раз, два, 3. Ну и дальше, соответственно, мы так и чередуем. Мы делаем опять 2 воздушные. Раз, два. 2 накида для высокого столбика. Раз, два, три, 4. Вот 5. В нее провязываем цветочек, потому что тут у нас 2 столбика. 1, 2, 3. 2 накида туда же. 1, 2, 3. Между этими 1 воздушная, сделали ее. И опять 2 столбика в одну дырочку. 2 накида. 1, 2, 3. 2 накида. 1, 2, 3. Мы делаем 2 воздушные. Раз, два. Подходим к концу, да, и у нас, соответственно, в конце должно быть также 2 столбика, чтобы у нас шел красивый такой ряд вдоль разреза. Смотрим, все ли у нас сошлось. Делаем 2 накида, считаем. Раз, два, три, 4, 5. В 5-ю вяжем, и вот у нас 6-я для второго столбика остается. Все супер, у нас все правильно. Раз, два, 3. 2 накида. Вот у нас последний столбик. Я в него завожу и провязываю. Раз, два, 3. Супер. Этот ряд провязали. Дальше следующий ряд и все последующие ряды до разреза,
до того, как разрез у нас, точнее, закрывается, в общем, очень-очень долго, вот видите, все вот это огромное полотно, вы будете вязать так, как я сейчас вам покажу в следующем ряду. Там практически все то же самое, кроме того, вот как мы тут 4 считали, там считать этого не нужно будет. Смотрите, значит, всегда с края мы делаем 4 воздушные петли, всегда. 1, 2, 3, 4. Сделали. Разворачиваем вязание. Делаем 2 накида. Это тоже всегда, да, чтобы был высокий столбик. Итак, вот у нас столбик-столбик. Между этими столбиками косичка, она нам не нужна. И вот следующая косичка. Вот она, видите, как бы от этого столбика чуть левее косичка. Вот от этого столбика есть правая косичка, она между ними получается. И левая, она вот над ним, но чуть левее. В нее вы заводите, вытаскиваете и провязываете, как обычно, 3 раза. 1, 2, 3. Провязали. Тут, как всегда, вы делаете 2 воздушные петли. 1, 2. Делаете 2 накида. 1, 2. Но до этого вы считали всегда снизу, помните, 4 какие-то. Тут вы ничего не считаете. Вот цветочек. У вас у цветочка есть 2 части с этой стороны, 2 части с этой. А посередине мы, помните, делали одну воздушную. Вы вот сюда заводите ровно посередине между ними. Просто не в куда-то сюда в петельку, а просто в эту дырочку. Заводите, вытаскиваете и вяжете такой же цветочек. 1, 2, 3. 2 накида в этот же цветочек. 1, 2, 3. 1 воздушная петля, чтобы делать серединку цветочка. И также опять 2 столбика в цветочек. 1, 2, 3. 2 накида сюда в дырочку. 1, 2, 3. Все, поняли, да? У вас из цветочка. Ну, тут у меня широкое вышло, потому что я, опять же, когда вам снимаю, показываю все это на весу, оно выходит не так аккуратно, как когда, ну, ты вяжешь нормально, сидишь. Пока мы суть рисунка просто понимаем. Итак, делаем опять 2 воздушные петли. 1, 2, 2 накида. Следующий у нас столбик. Столбик мы провязываем тоже просто вот в эту дырочку. Никакие петли здесь сверху не ищем. Просто вот сюда, в середину столбика 2 раза. Тут все подтягиваем. Там вот те большие такие были петли, как раз то, что тут было плохо подтянуто. 1, 2 накида и сюда тоже просто в столбик. 1, 2, 3. Все, вот такой рисунок у нас и идет. 2 воздушные петли. Так мы вяжем все вязание. 2 воздушные петли сделали. Цветочек вот в его серединку, вот сюда вот мы вяжем. 2 накида, все подтянули, чтобы больших не было разрывов там. 1, 2, 3. 2 накида. Туда же все в середину. 1, 2, 3. 1 воздушная, чтобы у нас эта середина как раз и образовывалась. 2 накида. 1, 2, 3. 2 накида. 1, 2, 3. 2 воздушные. 1, 2. У нас столбики. 2 накида в середину столбиков сюда. 1, 2, 3. 2 накида в середину столбиков. 1, 2, 3. 2 воздушные. Ну, между столбиками и цветочками у нас всегда 2 воздушные. Это мы помним. 2 накида и в середину цветочка. 1, 2. Вот видите, я тут перетянулась сильно, сейчас нитка вытянулась. И опять у меня петля будет очень широкая. Чтобы это было аккуратно, все надо, конечно, делать аккуратнее. 2 накида. И все плотненько вяжете, чтобы они были равномерные. 1, 2, 3. Вот опять, видите, оно чуть длиннее вышло. 2 накида. 1, 2, 3. 1 воздушная в середине цветочка. И опять 2 столбика от цветочка. 1, 2, 3. 2 накида. 1, 2, 3. Конец вязания, но мы все вяжем как обычно, у нас ничего не меняется. 2 воздушные петли, 2 накида и 2 раза вот в этот боковой
между двумя боковыми столбиками. В одно и то же место. Как и во всем другом вязании. 2 накида и сюда же. 1, 2, 3. Провязали ряд. Как обычно, вот сейчас последний раз я это показываю, дальше делайте сами. Набираете 4 воздушных петли, всегда это 1, 2, 3, 4. Разворачиваете. 2 накида. И провязываете вот сюда, вот в первую косичку. Вот эту пропускаете, и вот она первая. 1, 2, 3. Все, потом 2 воздушных в косичку. 2 воздушных в прямоугольник. И все делаете до конца. У вас рисунок идет 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушные набрали, потом цветочек. 1, 2, 1 в серединке воздушная, 1, 2. Опять 2 воздушных, 2 столбика. Все, у вас идет вот этот вот рисунок. Сейчас покажу, докуда он у вас идет. Смотрите, это полотно вы вяжете до того места, где вы хотите, чтобы у вас заканчивался разрез. То есть, если у вас разрез заканчивается здесь, вы вяжете, только обязательно встряхните, потому что оно вытянется потом со временем. Вам нужно понять, как оно будет выглядеть. Вот у меня оно идет, видите, от низа. И если я хочу, чтобы у меня разрез был здесь, то мне надо, смотреть, хочу ли я еще довязывать прям до пола, вот так вот. Либо я вообще хочу, чтобы у меня платье было от колен, да, и тогда у меня уже вот тут разрез. В общем, вы вяжете это прямое полотно до того момента, как вам нравится, как оно у вас и снизу выглядит, где оно находится, и где у вас разрез находится. Когда вы понимаете, что все, стоп, в этом месте пора соединять и начинать вывязывать уже тело цельное, без разреза, вы останавливаетесь и делаете то, что мы делаем дальше в видео. Так, смотрите, вы помните, что у нас один бок идет с двойными столбиками, и второй бок у нас также с двойными столбиками. Но мы не можем соединить с вами... Сейчас надо выбрать, где у меня изнанка будет, где... Не изнанка, вот так я соединяю, да. Но мы не можем с вами соединить как-то вот так, видите, чтобы у нас столбик был и тут столбик. У нас же рисунок цветочек, столбик, цветочек, столбик. Соответственно, нам надо так соединить, чтобы вот эти 2 столбика, вот эти, они стали одним столбиком. То есть 1 на 1 наложить. И тогда у нас рисунок получится с вами цветочек. Вот наши столбики 1 на 1 наложены, как один. И опять цветочек. Все, и по кругу весь рисунок идет красиво. Соответственно, мы берем. Это у нас крайний. Вот видите, 1 столбик и 2. У нас сейчас крючок в крайнем столбике. Мы берем, правильно соединяем, смотрим, да, что мы правильно соединили, не как-то бок с боком, а вот у нас верх, который должен дальше вязаться, вот у нас разрез, и вот у нас низ наш, который мы плотно вязали, да, вот, все у нас правильно лежит. Нам нужно соединить эти столбики, мы берем, кладем вот этот столбик на этот столбик ровно 1 на 1, у нас они соединены, как бы, да, и мы теперь берем и просовываем крючок между столбиками, вот, между... вот смотрите, между этими столбиками я просовываю и между вот этими столбиками. Только они 1 на 1 должны аккуратно лежать, чтобы верхушечка была к верхушечке. Поняли? Сейчас. Вот столбики, вот столбики. Верхушечка к верхушечке. Все, они лежат. И я беру, просовываю в эту общую дырочку. Вот так вот. И здесь я вытаскиваю вот эту петлю. Просто вот под этой. Все, у меня столбики соединились. Теперь у меня это одна общая часть. Я делаю 4 воздушные петли, как всегда в начале. 1, 2, 3, 4. 2 накида. И сюда опять также, вот в это, где 2 столбика 1 на 1 легли, вот в эту общую дырочку я завожу крючок и провязываю, как обычно. 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе. Все. У меня было 2 разных столбика. Теперь в этом месте у меня будет 1 столбик. И дальше я вяжу по кругу, как обычно. 2 воздушные петли, 2 накида и провязываю цветочек. 1, 2, 3. Ну и так далее вяжу по кругу. Смотрите, сейчас, когда мы провяжем круг и дойдем до этого места,
Мы встретимся, я покажу, как закрывать круг. И плюс возьмите маркер, теперь вам всегда в этом месте будет нужен маркер, чтобы его не пропустить. Сейчас я его не... Ну, давайте или сейчас сразу одену. Просто сейчас здесь понятно, где это место, потому что вот разрез, тут тяжело его пропустить. В дальнейшем будет уже непонятно, и чтобы в кривь, в кость ничего не пошло, его нужно помечать. Вот этот вот наш двойной столбик, да, мы надеваем на него маркер, и так будем делать каждый круг теперь. Все, провязываем круг, как вязали обычно, и вот здесь вот в последнем цветочке перед этим столбиком мы встретимся и вместе закроем круг, и я покажу, как каждый раз теперь вязать, потому что теперь мы не будем вязать вперед-назад, 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 как прямое полотно вязали. Теперь у нас круговое полотно, и эта часть будет провязываться иначе. Все, вяжем как обычно, вот тут встречаемся. Смотрите, я довязала до маркера, я провязала цветочек, и у меня вот здесь вот уже наши два столбика, где у нас одет маркер. Я делаю 2 воздушные петли, так же, как у нас должно всегда быть, да, между цветочком и 2 столбиками. Я сделала 2 воздушные петли, но накидов или еще чего-то я не делаю. Мне нужно вот здесь вот соединить круг. Как мы его соединяем? Я снимаю маркер, соединяем соединительной петлей. Это просто значит, мы просовываем вот сюда вот. Я беру ниточку, вытаскиваю. Вот у меня 2 на крючке. И я эту нитку просто вытаскиваю через вот эту вот. Все, мы соединили. И теперь каждый круг у нас начинается так же, как у нас каждый раз начиналась вот здесь вот боковая часть. Мы набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Набрали. 2 накида. И провязываем вот сюда, вот в эту дырочку столбик. 1, 2, 3. Все, мы сделали столбик. Одеваем на него маркер, чтобы знать, что это наш начало и конец круга. Вяжем дальше по кругу, дошли до этого цветочка, провязали тут цветочек, сделали 2 воздушные и соединили, как я вам сейчас показала. Все, мы так делаем по кругу, по кругу, по кругу. До какого места я сейчас провяжу и покажу вам, до какого места мы это делаем. Итак, смотрите, вы довязали платье до подмышек, но вы их вяжете не впритык, чтобы они прям врезались в подмышку. Ну, вы знаете, да, что как в любой майке у вас должен оставаться промежуток. Вы точно так же вяжете это платье. И имейте в виду, я его довязала с небольшим расчетом, что оно еще подтянется вниз. То есть вы сделаете стоп, чтобы снизу была не та длина, которая вам нравится, а, наверное, чуть покороче. Потому что, я думаю, вытянется от носки и после стирки может вытянуться. Ну, в общем, тут риск на вас вы оставляете, но есть вот такие предположения. В общем, вот здесь вот я оставляю платье, прям не врезаясь в подмышках, вы видите, и начинаю вывязывать треугольники. Вы, если хотите, можете просто довязать его ровно и сделать лямочки. То есть верх можно делать с целым, какой хотите. Я сейчас вам покажу, какой буду делать я. И еще нужно сделать следующее. Возьмите 2 маркера, сделайте ваш разрез ровно в том месте, где вы хотите, чтобы он у вас потом остался. И вам нужно пока примерно на ощупь наметить 2 ваши подмышки горизонтально, вот здесь и вот здесь, где вы хотите, чтобы они были. Это нужно сделать именно исходя от того, где разрез. Поняли, да? Потому что просто рандомно мы не можем сделать подмышки в любом месте, иначе у нас разрез там на попе окажется. Ой, кстати, ой, сзади можно. Ну, в общем, берете и маркер один сейчас одеваете, и второй. Потом мы его снимем и уже более детально и точно вымерим правильное расстояние. Так, смотрите, всего у нас 165 петель плюс 2, но этих плюс 2 уже нет, потому что мы вот здесь вот соединили, где у нас разрез был 1 на 1. Итого у нас ровно 165 осталось. Такие сеты по 11, вы это помните. Таких сетов у нас 15. Если вот это вот, наша вот эта дырочка, то у нас получается, мы оставляем на подмышке 1 сет вот здесь вот и 1 сет вот здесь вот. Итого у нас получается, их остается 13. Эти 13 нам нужно распределить между передом и задом. 13 ровно на 2 не делится. Получается, сзади у нас будет 6, а спереди у нас будет 7. Ну, потому что спереди грудь, в любом случае, эта часть всегда она чуть больше, ну, зачастую. Вот так нам нужно разделить. Но нам нужно разделить сейчас так, чтобы это 1 и 1 были четко по бокам и правильно относительно нашего разреза. Я взяла наше вязание и сложила его 1 на 1, сделала наши эти штучки по бокам, которые мы отмечали сейчас, когда мерили. Вот у меня разрез.
И рисунок, то есть вот такой цветочек у меня сзади ровно на цветочке лежит. Вот эти двойные столбики у меня ровно на двойных. То есть он ровно разложен рисунок к рисунку с обратной стороны. И теперь давайте попробуем все это дело высчитать правильно. Итак, спереди у нас должно быть 7. Вот здесь у нас маркер одет. У нас это получается 7, это рисунок из двух столбиков, протяжки, цветочка, протяжки. Вот это у нас первый сет. Вот он, 1, дальше 2 столбика, протяжка, цветочек, 2 столбика, протяжка, цветочек, протяжка, 3, 2 столбика, протяжка, цветочек, протяжка, 4, 2 столбика, протяжка, цветочек, протяжка. Это 5. Вот здесь вот, когда я отсчитала 5, я начинаю делать подмышку. То есть подмышка у меня начинается вот с этой вот двойной штучки. Вот она, двойной столбик. Ну, как у нас и начинается. У нас, помните, сет? Один сет — это двойной столбик, протяжка, цветочек и протяжка. Вот это вот один сет. Всего у нас их 15. Сейчас я отсчитала, так как вот здесь вот разрез, сюда тоже часть переда должна уйти. Сейчас я отсчитала вот сюда вот 6 таких сетов. И сейчас буду помечать наш бок. Он начинается с двойного столбика, да, вы это все поняли. Двойной столбик, протяжка, цветочек, протяжка. Я отмечаю бок, беря, ну, целиком его, то есть вот двойную я взяла, и вот протяжку последнюю от него я взяла. Все, бок я отметила. Теперь зад. Ровно 6 сзади должно быть. Вот у нас двойная протяжка, цветочек, протяжка, это 1. Двойная протяжка, цветочек, протяжка, это 2. Двойная протяжка, цветочек, протяжка, 3. Двойная протяжка, цветочек, протяжка, 4. Двойная протяжка, цветочек, протяжка, 5. Двойная протяжка, цветочек, протяжка, 6. И мы примерно к этому же боку и пришли, как мы себе отмечали. Все, у нас получается следующая подмышка, это двойная, вот она, мы ее одеваем. Протяжка, цветочек и вот протяжка. Это у нас бок. Мы его закрываем. И у нас должна остаться здесь 5, потом боковинка 6. Все правильно. Здесь у нас должно остаться ровно 2, потому что у нас спереди 7. Я здесь ошиблась. Здесь у нас 5. Вот мы сейчас сделали 5 таких сетов. А здесь у нас будет 1, здесь 6, здесь 1, и после нее еще 2, потому что всего у нас 7 идет наперед. Итак, у нас остается вот. Ну, считай отсюда, вот отсюда до следующего это 1, и от него до следующего этого 2. Ну, вы поняли, как считать. Все, спереди у нас 7, сзади у нас 6, и по бокам сейчас мы оставили по одной штучке. Теперь мы начинаем вывязывать перед и начинаем вывязывать зад. Только не спутайте, пожалуйста, где у вас перед, где зад. Спереди сейчас у вас один этот маркер на разрезе до сих пор одет. А что нужно сделать? Смотрите, спереди у вас 7. Вам нужно эту семерку разделить ровно напополам, чтобы найти середину, откуда мы начинаем вязать разделение нашей треугольники. Как мы делим и ищем здесь ровно середину. Значит, во-первых, нам маркер разреза сейчас не нужен уже. Ну, пока он у нас пусть будет, но в целом сейчас мы высчитаем середину и снимем его. Здесь у нас, видите, одета подмышка вот здесь. То есть первая не подмышка, это уже двойная вот здесь. Вот, да? Это первое, что не подмышка. С этой стороны у нас тут на двойной одета подмышка. Первая не двойная, первое, что не от подмышки, это вот этот вот протяжка. Да? То есть это один тут, это один тут. Следующее, здесь протяжка, здесь цветочек. 2. Здесь протяжка, здесь цветочек. 3. Здесь двойная, здесь это. Ну, поняли? В общем, по ячейкам мы перебираемся в середину. То есть тут цветочек, тут протяжка. Дальше тут протяжка, тут цветочек. Дальше тут двойная, тут протяжка. Дальше тут протяжка, тут двойная. Нам нужно найти середину. Цветочек, протяжка, цветочек, протяжка. Двойная протяжка, двойная протяжка. И теперь у нас середина получается вот между протяжкой и цветочком. Вот эта точка у нас середина. Одеваем сюда маркер. Можете вот так вот взять. У нас отсюда начинается и отсюда. Сложить и увидеть, что это ваша ровная середина. Место, где у нас был разрез, вот эту нашу ниточку мы отрезаем, она нам больше не нужна.
Сейчас верну ее. Так, мы отрезаем, вытаскиваем. И вот здесь вы затягиваете узелок. Ну, по-всякому там продеваете ее, как-то незаметно закрываете. Старайтесь сделать максимально, чтобы это не было видно. Смотрите, я связала сейчас одну лямку, но так как я вязала ее впервые, я достаточно сумбурно объясняла, как ее вязать. Дальше в видео будет она, но если вам станет непонятно или на каком-то моменте вы собьетесь, включите сразу вторую лямку. Здесь вот сейчас я начинаю ее вязать, и уже так как я понимаю, как я тут делала, я буду более детально и более подробнее все это объяснять. Все, в общем, если с первой будут неполадки, просто дождитесь, пока начнется вторая. Берем ниточку, делаем обычный узелок, как начинаем всегда вязание. Вот он у нас. И вот наша первая часть. У нас отсюда, видите, вот цветочек, где у нас середина, вот этот столбик, и его верхняя косичка, это у нас середина. А сейчас мы будем вязать одну чашечку, потом будем вязать вторую чашечку. Я завожу сюда крючок, в эту середину. И ту сторону я буду тоже с этой же середины потом начинать. Раз, два, три. Сейчас я буду вязать этот же цветочек. Я делаю 2 накида и сюда в дырочку. 1, 2 накида, 2, промежуток, 2 накида, 1, 2 накида, 2. Вот, видите, у меня цветочек, который вот так вот плавно сейчас уходит в эту сторону. Первый ряд мы целиком просто будем вывязывать этот наш рисунок до маркера. 2 воздушные, вяжем 2 столбика. Раз. Два. 2 воздушные. Вот мы дошли, у нас маркер, помните, одет на двойных этих столбиках. Вот эта часть у нас последняя здесь. Мы делаем 2 воздушные петли, 2 накида. Вот в эти столбики, как всегда, мы сюда заводим, но провязываем просто только один раз. Раз, 2, 3. Все. Делаем 2 воздушные, раз, 2. И разворачиваем в обратную сторону. Так же, как мы с вами низ вязали. Помните, где был разрез? Вперед-назад, вперед-назад. 2 накида и провязываем цветочек. Раз, 2, раз, 2, воздушная, раз, раз, 2, 3. Поняли, да? У нас здесь не двойная была, а просто одинарная, и тоже наискось это все идет. Дальше мы вяжем примерно до самого конца. Ближе к концу сейчас я покажу, что мы делаем там. Мы просто с вами сужаем 2 эти бока, убирая с той и с той стороны детали, чтобы у нас сформировался треугольник. Саму часть вяжем как обычно, просто делаем сужение по бокам. Вот мы дошли до цветочка. Здесь у нас сужение будет на цветочке. Мы делаем 2 воздушные, провязываем в середину цветочка. Раз, 2, 3. И на этом этот ряд заканчиваем, чтобы у нас шла вот такая плавная линия, ну, плюс-минус. Дальше делаем 2 воздушные петли. Раз, 2. И разворачиваем вязание. Теперь вяжем в обратную сторону, также сужая с 2 сторон. Дальше у нас идут столбики, поэтому мы делаем 2 накида, провязываем в столбик. Но провязываем один раз, это у нас сужение. Второй раз столбик мы не вяжем. Провязали. Дальше мы делаем 2 воздушные петли. Раз, 2, 2 накида и вяжем цветочек, как обычно. То есть вы поняли, мы по бокам сужаем одну деталь каждый раз.
Смотря какая деталь у нас там находится, ту деталь мы сужаем. А в середине все вяжется как обычно. Так, у нас здесь последний этот цветочек. Мы сейчас также делаем 2 накида и провязываем в него. Раз, два, три. Все, на этом мы заканчиваем. Разворачиваем вязание. Делаем 2 воздушные петли. Раз, два. Дальше у нас вот эта часть, мы ее сокращаем, поэтому просто сразу провязываем двойные столбики. Делаем 2 накида. 1, 2 накида, 2. Дальше по рисунку вяжем. Дальше у нас сокращение, это вот эта вот часть. Тут не делаем 2 воздушные, просто делаем 2 накида и в двойной столбик сюда провязываем 1 раз. Дальше мы разворачиваем. 2 воздушные петли, 2 накида, и мы сокращаем цветочек. Мы провязываем сюда 1 раз. Дальше мы делаем 2 воздушные, 2 накида и вяжем квадратик. Дальше по рисунку 2 воздушные, цветочек. Мы сокращаем двойные эти столбики, поэтому здесь делаем 2 воздушные и в двойной столбик 1 раз провязываем. Все, здесь закончили с сокращениями. Смотрим, что у нас по ширине. Наверное, сейчас последний раз сокращаем и все. 2 воздушные. Здесь мы сокращаем эту полоску, поэтому сразу делаем цветочек. 1. Воздушные. Что у нас здесь? Да, мы сокращаем здесь вот эту вот часть, поэтому просто берем, делаем 2 воздушных и вот сюда вот за этот столбик зацепляем. Все, на этом наши убавки заканчиваются. Мы разворачиваем. И теперь мы вяжем просто обычно, без убавок, вот эту вот часть, состоящую из столбика, протяжки, из столбика, 2 воздушных и цветочка. Смотрите, как мы делаем. Мы сейчас, чтобы точно сюда прийти в центр, просто между 2 столбиками проводим крючок, достаем. И вот так вот. И теперь делаем 2 воздушные петли и провязываем столбик, как обычно. Потом 2 воздушные петли и провязываем цветочек. Одна воздушная.
Дальше мы делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание. И у нас также цветочек, 2 воздушные, столбик. 2 накида и в цветочек. 1, 2, 2 воздушные и столбик. Опять 2 воздушные петли и разворачиваемся. В общем, вы поняли, вот эту вот узкую часть, 2 столбика, 2 воздушные, цветочек, цветочек, 2 воздушные, 2 столбика, по прямой вот эту вот полоску, это такая лямочка наша, мы ее вяжем до конца, знаете, до какой длины? Вам нужно ее будет вязать, а потом одеть на себе платье и померить, чтобы она дошла до задней части, вот так вот. Здесь у вас рука пролезает, здесь шея, и вот комфортное расстояние, ни много и ни мало. Давайте сейчас я провяжу, померю и покажу вам сколько. Тут вы поняли, да, просто вперед-назад, 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 вот этот вот узенький рисуночек. 2 столбика, 2 воздушные, цветочек, цветочек, 2 воздушные, 2 столбика. Смотрите, я закончила лямку, у меня получилось, вот когда мы уже сузили, да, и начали вязать ровно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 рядов. Как это проверить? Сейчас я покажу, как я связываю. Я уже так связала, померила и вот распустила, чтобы показать вам, как связывать. В общем, когда вам кажется, что длина плюс-минус готова, вы берете эту часть и берете часть спинки. Только не спутайте маркер середины с маркерами подмышки. В маркере подмышки у вас вот 2 части соединены. Вы берете спинку, отсчитываете первый сет. Смотрите, вот эта вот длинная, она у нас в маркере, значит, это подмышка, она нам не нужна. Получается, вот спинка. 1, 2, цветочек, протяжка. Это первая часть спинки, вы ее отсчитали. Еще раз. Двойная, протяжка, цветочек, протяжка. Вот с этой за 11, да, отсчитали. И у вас получается двойная, протяжка, цветочек. Они вам нужны, вот эти вот. Держим, где цветочек начало. Сюда единственное, что нам нужно, конечно, вязать это с изнанки, поэтому надо свернуть изнанкой это все. У нас получается тут цветочек, а здесь двойная встречаются. Но все один в один сойдется, потому что здесь двойная протяжка цветочек, а здесь цветочек двойная, а здесь цветочек протяжка двойная, то есть одинаковое у нас количество. Мы берем, заводим вот от цветочка, от палочки первое. Это мы на изнанке. Сейчас, подождите, разверну все это удобно. Просто надо с изнанки связывать, чтобы у нас вот так вот удобнее будет. Вот эта спинка на меня смотрит, это лямка, это изнанка, лицо внутри. Значит, вот он, этот цветочек. Вот этот цветочек. Я в него завожу. И завожу в первую часть, откуда у меня вот эта ниточка выходит, сюда же, в первую эту петельку. Вытаскиваю и протаскиваю через эту. Дальше. В цветочке вот вторая палочка в ее косичку сверху, и здесь сверху в косичку. Ну, то есть по верхним косичкам я просто связываю вот так вот, протягивая и протягивая. Дальше. Промежуток тут между цветочком. И здесь, ну, здесь все перетягивается, но вы находите следующую косичку. И вот так вот все это дело соединяете. Все, мы соединили. Этот шов у нас остался с изнанки. Проверьте, что вы соединили правильно, что у вас тут
ничего не перекручено, что вот эта внутренняя часть, она внутренняя, внешняя, внешняя. Вы сейчас идете мерить, смотреть, что у вас правильно это все сидит, подмышка не перетягивает и все хорошо. Я уже только что это делала, мерила, поэтому я просто отрезаю ниточку небольшую, вытягиваю ее, и сейчас здесь ее завяжу крепко и начинаем вязать вторую часть лямки. Когда вы провязали лямку, маркер, где у вас подмышка, вы уже можете развязать, и он вам не нужен. Все, начинаем вязать вторую. Итак, смотрите, это у нас середина. Середина у нас ровно, вот у нас цветочек, и от его крайней палочки у нас пошла вот эта вот часть, и от его крайней палочки у нас пойдет вот эта часть, ровно с одного и того же места. Ниточку от правой части мы потом завяжем. С этой стороны у нас получается вот эта вот длинная часть, это подмышка, то есть первая часть нашей вот этого треугольника, это двойной вот этот вот столбик. Ну, вы видите, да, что маркер одет здесь, значит, это подмышка, вот это уже идет наша чашечка. Берем нитку, также завязываем узелок. Я хочу сейчас вам более детально показать принцип, как я сужаю бока, на каком рисунке как сужается. Итак, первая с этой стороны у нас двойная. Заводим в нее крючок. Сужение мы делаем с двух сторон, в каждом ряду. Вытаскиваем, провязываем раз, два. И дальше все, мы провязываем вот эти вот. То есть тут мы не вяжем больше второй столбик, это мы сузили. А здесь мы провязываем сейчас вот эту вот часть, делаем еще две, это она. Потом 2 накида и вяжем цветочек по рисунку. Тут у нас все так же. То есть вы поняли, как мы сузили, когда у нас сбоку был двойной вот этот вот столбик. Мы просто провязали там один раз, дальше вяжем по рисунку. Вяжем до конца, когда к последней детали подойдем, там я покажу, что мы делаем. Еще, кстати, знаете, какое есть предложение? Да, вот маркер подмышки. Видите, у нас тут первая деталь была вот от двойного столбика, мы вот это вот сделали. То есть вот это наш край. Возьмите маркер, любой другой, и давайте мы эту деталь пометим, что это край сейчас у нас, чтобы в нее не провязать, что вот оно сужение. И будем помечать бока, чтобы вы нигде не сбились. Именно те детали помечаем, в которые уже вязать не надо, которые мы сузили. У нас всего 6 рядов с вами сужения, это первый ряд. Эта двойная немножко отличается, потому что это у нас, где мы круг закрывали, где у нас разрез был. Она чуть шире выглядит. Так, дальше у нас вот 2 воздушные, столбик. И теперь смотрите, у нас должно быть здесь сужение, потому что вот у нас последняя деталь, мы все крайние детали сужаем. Здесь у нас крайняя деталь, это вот эта протяжка из 2 воздушных. Здесь у нас маркер, получается, мы должны здесь закончить в этой же петле, но сузив вот эту часть. Что мы делаем? Мы делаем 2 накида, и вот это место мы не провязываем, мы просто вот сюда, вот в последнюю эту петлю
провязываем в петлю, где у нас одет маркер, то есть ту петлю, откуда у нас сердцевина начинается. Я вам ее показывала уже 1000 раз. Потом там затянем ниточки, у нас все здесь сузится. Итак, мы провязали первый ряд, сузили оба края. Теперь мы делаем 2 воздушные петли и разворачиваем вязание, провязывая сейчас в обратную сторону. Ой, извините. Повернули. Сейчас мы оденем сюда маркер, когда сузим, чтобы знать этот край. Итак, здесь у нас следующее сужение, это наш двойной столбик вот этот, потому что тут мы сузили только что. Итак, мы делаем 2 накида, один раз провязываем в двойной столбик. Все, мы его сузили. Маркер с середины мы снимаем, он нам не нужен. Если вы также сейчас вторую часть вяжете, если первую, то возьмите другой маркер. Вот в это место, что мы сузили, мы одеваем маркер. Все, чтобы знать, что в эту часть мы больше не провязываем, мы ее сузили. Дальше у нас идет по рисунку 2 воздушные, 1, 2 и цветочек. Все, до следующего края мы вяжем, как обычно, по рисунку. Это у нас второй ряд. Всего у нас 6 рядов сужения. Запутались. Вы поняли, да, что просто по бокам я убираю какую-то часть нашего рисунка. Если цветочек, сужаю цветочек. Если протяжка, протяжку. Если двойные столбики, то двойные. Как убирать, я тоже вам каждый раз показываю. Сокращаю каждый раз, когда дохожу до края. В любую сторону, в какую бы я ни вязала. В конце сократила, потом повернула и в начале там же сократила. Так, смотрите, вот в эту мы не вяжем. Значит, тут у нас последняя деталь — это цветочек, потому что это уже не протяжка наша, это то, куда вязать не надо. Получается, последний — это цветочек. Мы делаем 2 воздушные петли и провязываем в цветочек один раз, потому что мы его сокращаем. Все, мы провязали. Делаем 2 воздушные петли, это уже следующий ряд. И разворачиваем наше вязание. Дальше. У нас с вами вот эта вот часть, мы ее здесь сокращаем. Получается, мы делаем 2 воздушные и провязываем только вот сюда, вот в наш квадратик. 1, 2, 3. Одеваем маркер вот на эту часть, которую сократили, чтобы знать, что сюда мы больше не вяжем. Две воздушные, второй раз квадратик вяжем, потому что мы не его сократили, а ту протяжку, помним. И дальше вяжем по рисунку. Дальше мы сокращаем протяжку. Здесь 2 воздушные мы не набираем, а мы делаем просто 2 накида. И чтобы сократить протяжку, мы вот сюда, вот где маркер, где вот этот, за этот столбик, заводим крючок, потому что нам надо его зацепить за что-то. И провязываем столбик. Дальше мы делаем 2 воздушные и разворачиваем вязание. Мы вяжем сейчас с вами 4-й ряд. Итак, мы сокращаем цветочек. Для этого мы делаем 2 воздушные, провязываем в цветочек один раз и одеваем в это место маркер, чтобы знать, что тут мы сократили. Дальше мы делаем 2 воздушные и провязываем вот сюда в квадратик.
2 воздушные, цветочек. Дальше что у нас тут? 2 воздушные, и последний у нас здесь двойной столбик. Делаем 2 накида и в двойной столбик вяжем только 1 раз. Сократили, разворачиваем. И мы вяжем с вами последний ряд, 6-й. Мы делаем 2 воздушные петли, 1, 2. Мы должны с вами сократить сейчас вот эту вот протяжку, поэтому мы просто делаем 2 накида и провязываем цветочек обычно, как и вязали. Вот в это место мы одеваем маркер на всякий пожарный. Две воздушные, столбик, так, вторую в столбик, и видим, что у нас вот здесь одет маркер, значит вот это вот мы сужаем, делаем 2 накида, и вот сюда, где маркер, чтобы зацепиться вот за этот столбик, мы сужаем. Разворачиваем и видим, что мы закончили точно на таком же рисунке, как и первую чашечку. У нас получается двойной столбик, протяжка и цветочек. Теперь мы также вот сюда вот перебираемся в серединку, просто в середину, да, этого нашего двойного столбика. Мы оказались там, и как обычно 2 воздушные петли, накид, провязываем наш двойной столбик. 2 воздушные. Больше мы убавок не делаем. Теперь мы вяжем так же, как и вязали ту сторону, одинаковый этот рисунок. Двойная, протяжка, цветочек. Давайте сейчас провяжем пару рядов на всякий случай. Ну вот этот и следующий. 14 рядов у нас таких должно быть. Это первый ряд. Ну, это у меня 14. Если у вас другая высота плеч или что-то у вас вышло иначе, вы делаете свое количество просто одинаковое с 2 сторон. Две воздушные. И разворачиваем. Повторяю тот же самый рисунок. Это у нас второй ряд. 2 накида. Сначала у нас идет цветочек. Промежуток. И еще 2. Две воздушные петли, 1, 2, и наш двойной столбик. 1 раз и второй раз в него же. Это у нас второй ряд. И второй раз в него же. Это у нас второй ряд. Дальше мы делаем также 2 воздушные петли, разворачиваем и повторяем этот рисунок в третьем ряду. Двойной столбик, 2 воздушные, цветочек. Все, мы делаем так 14 рядов. Давайте сделаем 14 и потом опять вместе сошьем это со спинкой, и я скажу, что мы делаем дальше. Я довязала эту лямку.
Вот у нас подмышка, да, которая у нас собрата. Смотрите, нам нужно отсчитать. У нас край подмышки, вот лямка с этой стороны, а тут край подмышки, наши двойные столбики. Получается, нам нужно отсчитать первый сет. Это протяжка, цветочек, протяжка, столбик. Все. И дальше у нас получается протяжка, цветочек, протяжка. Здесь 3 детали и вот здесь 3 детали. Цветочек, протяжка, столбик. Вот здесь вот я останавливаюсь. Только нам нужно их соединить. Вот это лицо. Нам нужно их так соединить, чтобы мы сшивали их с изнанки. То есть получается, через лицо я их соединяю. Вот эта крайняя часть тут, вот эта крайняя часть тут. И сшиваю. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, да? Еще раз я покажу. Мы должны от места, где у нас двойной столбик, сначала просто пропустить один сет целиком. Сет — это протяжка, цветочек, протяжка, столбики. Мы их пропустили, все. И вот тут мы должны отсчитать ровно количество петель, как на нашей лямочке. На нашей лямочке получается 2 столбика, протяжка, цветочек. Значит, здесь протяжка, цветочек, протяжка. Это будет идентично той нашей лямочке. Здесь получается крайняя петля от протяжки, вот она. Мы будем вязать в нее, вот в эту крайнюю петлю. Соединяем через середину так, чтобы у нас, ну, изнанка с изнанкой вот здесь вот встретились. Видите? Вот изнанка и вот изнанка. И мы вяжем. Лицо у нас осталось внутри. Вот лицо и вот лицо, чтобы шов остался на изнанке. И получается, мы одеваем обратно сюда крючок. И вот наша первая здесь косичка, которая нам нужна была. Не от этого столбика, а вот она следующая. Мы в нее протягиваем. Берем ниточку. Там вытягиваем. И тут вытягиваем. Дальше берем здесь вторую косичку. Берем там следующую косичку. Вытягиваем там, вытягиваем на лямочке и протягиваем через петлю. Только косички здесь сужаются. Прям надо хорошо смотреть, искать следующую косичку, расширять ее, если она сузилась. Засовываем в нее крючок, находим тут следующую косичку. Вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. Все. И ровно вот так мы... Давайте-ка я вас приближу на всякий случай. Вот у нас получается следующая косичка здесь. Она сузилась, мы ее аккуратно расширяем и засовываем, засунули. Следующая косичка вот здесь вот у нас тоже засунули. И дальше мы вытаскиваем крючок здесь, крючок здесь и крючок через нашу петлю. Все, и соединяем так до конца лямки. Главное, вот тут бок не начните уже соединять. У вас цветочки будет вот над последней палочкой, над предпоследней палочкой петля и над последней палочкой петля. Бок не соединяйте. Все, соединяем эту часть, отрезаем ниточку, завязываем узелки, и я скажу, как мы дальше обшиваем наше платье. Перед тем, как завязать здесь узел плотно, вы проверьте, что вы правильно пришили, что у вас лямка здесь не перекрутилась и не наискось все. Что все верно. И завязываем узел. Дальше вы снимаете все маркеры и прячете ниточки, завязываете их, убираете, чтобы их не было видно. Можно оставить платье и так, если хотите. Я буду его обвязывать, чтобы делать его, как мы делали снизу. Помните, у нас был ряд, первый самый, без накида, который вот такой плотный вышел. Я обвяжу также всю нашу внутреннюю часть и всю нашу часть, где подмышки. Сейчас доубираю все лишнее. Ниточки я еще не прятала. Сейчас просто вам покажу, как обвязываю. Не буду обвязывать с вами все вместе, просто покажу, что делаем, потому что это достаточно просто. Главное, ну, нитку не вводите где-то прямо здесь в середине. Я ее введу со спины вообще, сбоку. Вот с этой лямочки где-нибудь. Делаем узелок обычный тут также. Заводим в первую косичку. Берем ниточку. Вытаскиваем. Провязываем один раз. И в ту же самую косичку, туда же, где мы сейчас это делали, заводим.
Вот в этом моменте можно одеть маркер, чтобы начало не потерять. Вот между двумя ими засовываете вот здесь. Вот, видите? И провязываем без накидов. Накиды в этом ряду не делаем. В общем, сейчас по контуру в каждую косичку я просто провязываю. Обязательно, главное, ничего не пропустить, потому что какие-то косички сужаются от натяжения. Ну, какие-то широко прям видно, а какие-то в одну точку сужаются. Пропускать нельзя. Если пропустите, они точно у вас начнут собираться, и как резинка станет горловина. Просто поняли, вытаскиваем. И через 2. Следующая косичка, вытаскиваем. И через 2. У вас такая красивая, плотная окантовка получается. Не вяжите туго, чтобы это место не начало собираться. Ну и очень слабо не вяжите тоже, чтобы некрасиво как-то не было. Главное, не перетягивайте. Просто вот так вот смотрите, чтобы потом у вас в гармошку все это не складывалось. А было так же по расстоянию, как и сейчас. Все, поняли? Вяжем вот этим образом. Это не 2 части сверху, 1 снизу. Провязываем в эту косичку. И провязываем 2 вместе. Все, вяжем вот так по кругу до маркера. Когда до него доходим, соединяем здесь и закрываем. Ну, давайте я дойду, может, до него еще раз покажу. Потом провязываем точно так же окантовку в подмышках, и в целом у нас все готово. Вот я довязала до маркера. Я завожу туда, где маркер, крючок. Беру ниточку, вытаскиваю. И вытаскиваю. Все, потом я обрежу, вытащу нитку и завяжу, но перед этим, как обрезать, вам нужно одеть это платье и посмотреть на себе, чтобы вы связали так, что тут ничего не стягивает. Ну, если что, можете рукой подтянуть, но в целом, перед тем, как отрезать, посмотрите, что нигде ничего не перетянуто. Если перетянуто, то нужно перевязать. И после того, как в середине это сделали, делайте то же самое в пройме рукавов с одной и со второй стороны. У меня вырез здесь на груди небольшой. Если вы хотите, чтобы у вас был больше вырез, то начните просто раньше его делать, либо там лямки больше сделать. Ну, в общем, сами уже смотрите. Я большой не захотела. Все, давайте тогда довязываем проймы. Главное, еще раз смотрите, чтобы ничего не стягивало. Прям очень свободно все должно идти. Натяжение не сильное, и прям в каждую косичку где-то можете по 2 в одну косичку сделать, чтобы ничего не перетянуло.